Если ты боишься собак, то пусть тебя в следующий раз мамочка встречает. Я в няньке не нанимался. Или пусть папочка. А у меня папа и мама в Африку уехали. Куда? В Африку. Ты знаешь, где находится Африка? Знаю. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. И все. Больше ты про Африку ничего не знаешь. Ну и нечего врать. А я никогда не вру. Ну этому я тебя научу. В своих главных фильмах он успел сняться, будучи еще ребенком. Позже кино в жизни Андрея Войновского отошло на второй план, уступив место новым увлечениям. Найдя себя в бизнесе, артист параллельно занялся литературным творчеством, приносившим ему душевный покой. Жизненный путь мужчины был постоянным поиском призвания и дорогой, в конце которой актера и писателя ждал неожиданно страшный финал. Андрей Сергеевич появился на свет в Москве в апреле 1959 года. Сосед Войновских служил осветителем на Мосфильме и однажды попросил мальчишку помочь донести до работы кабель. На территории киностудии подростка заметил один из помощников режиссера Бориса Владимировича Рыцарева. Так, по воле случая, 10-летний Андрюша попал на пробы, после которых получил первую главную роль. В школьные годы парень успел сняться в 7 картинах. В 1977 он был призван на срочную службу и отправлен на Урал. В военной части рядовой Войновский исполнял обязанности киномеханика и активно участвовал в творческой самодеятельности. После демобилизации молодой человек стал студентом ГИТИСа. Актерскому мастерству его обучали Сергей Колосов и Людмила Касаткина. Успешно окончив вуз, в 1983 у артиста была возможность попасть в труппу любого московского театра, но к этому времени Андрей уже перегорел. Почувствовав охлаждение к профессии, он не стал трудоустраиваться ни в один из театральных коллективов столицы. Фильмография Андрея Сергеевича насчитывает всего 15 картин, половина которых пришлась на юные годы артиста. Казалось, нескладный облик и сдержанный темперамент подростка могут помешать успеху, но слабые внешние данные оказались его скрытой силой. В кадре парень выглядел естественно и обаятельно. Зрители сразу полюбили и приняли чудаковатого неулыбчивого героя. Дебютной работой Войновского стал Вася Лисичкин из фильма «Сказки. Веселое волшебство». Вместе с девочкой Катей мальчишка побеждает Кощея Бессмертного и расколдовывает от волшебных чар Василису Прекрасную. Это не арифметика, это с ума сойти! Лисичкин? Никто еще никогда не сходил с ума от арифметики. Это вот, знаете, как с вороной разговаривать. Какую ворону ты имеешь в виду? Слушайте, вот так встать, обвести 3 раза вокруг носа, а потом явственно произнести «Щирбул-тыр-бакар». В 1971-м Андрей появился в эпизоде телевизионного спектакля Антонины Зиновьевой «Собака Баскервилей». Он сыграл сына начальника почты. Джеймс! Ты доставил телеграмму в Баскервиль-холл мистеру Берримору? Да, папа. И вручил ему в собственные руки? Нет, мистер Берримор был как раз на чердаке. Я отдал телеграмму его жене, а она сказала, как он только спустится, она сейчас же ему передаст. А самого мистера Берримора ты не видел? Нет, сэр, я же говорю, что мистер Берримор был как раз на чердаке. Год спустя Войновского утвердили в роли пионер-вожатого Борис Пантуда в детскую комедию Ильи Фреза «Чудак из 5 Б». На образ непоседы пятиклассника претендовали сотни советских мальчишек, но выбор Ильи Абрамовича пал на Андрея. Ты долго будешь молчать? Или ты способен разговаривать только со своими малышами? Ну при чем здесь малыши? Я давно хотел с тобой поговорить совсем о другом. О другом? Интересно. Ты, кажется, собираешься мне открыть какую-то тайну? А как ты догадалась? Да просто у тебя глупый вид. В 1973-м юный актер появился в экранизации романа Анатолия Рыбакова «Кортик». Его героем стал второстепенный персонаж Борька по прозвищу Жила. Отдашь мне долг? Тогда я отдам. Будешь в следующий раз знать. На, за Славку. А ты, Славка, денег нет, больше не играй. Чужие не возьму, пускай сам отдаст. Зажилить хочешь? Убери копыта! Отдай Славке биту. Миша, дай ему, а я добавлю. На, подавись. Тоже мне заступничек нашелся. Следующие появления Войновского на экране были все более эпизодичными.
Так, в молодежной ленте о студентах-практикантах педагогического института «Это мы не проходили» он промелькнул в образе старшеклассника. Юрий Александрович, у меня трансформатор перегревается. Подожди. Если ты на уроках Елены Федоровны будешь вести себя... Да кто это вам сказал? Не Елена Федоровна. Я знаешь, что с тобой сделаю? Ну что? А вот что. Так что у тебя с трансформатором? Да, Юрий Александрович, ну, греется у меня градусов на 60. Норма. Да? Угу. Ну, спасибо. Пожалуйста. В мелодраме Василия Панина «Человек на полустанке» артист предстал безымянным руководителем хора. Период съемок совпал для Андрея с окончанием ГИТИСа. Разве это любовь? Надежда, объясните, почему я должен за вами бегать? Идите на сцену, вас ждут. Милейший, неужели вы не понимаете, что вы выводите солистку из эмоционального состояния? Почему? Понимаю, дорожайший. Это хорошо, что вы понимаете. Еще одной гранью таланта Войновского была литература. В начале 2000-х он приступил к написанию цикла романов под общим названием «Врачеватель». Его жанр сам автор определял как олигархическую сказку. 3 части произведения изобилуют мистикой и философией. Личная жизнь. О своей личной жизни Андрей Сергеевич предпочитал не распространяться. Известно, что какое-то время он состоял в браке с актрисой Еленой Войновской. Детей у пары не было. В 2015 году мужчина с друзьями отправился отдыхать в Крым. Дорога до пункта назначения измотала путешественников. По приезду, решив немного расслабиться и отдохнуть, они накрыли стол. Постепенно разговор за вечерними посиделками перерос в спор, а затем и в крупную ссору. Один из участников ужина, в прошлом одноклассник Войновского, схватился за нож и нанес товарищам раны, несовместимые с жизнью. Андрей Сергеевич погиб не сразу. Истекающий кровью мужчина был доставлен в больницу, где успел сообщить имя виновника трагедии. Впоследствии убийца получил пожизненный срок. Врачи пытались спасти актера, но безуспешно. Его не стало 20 августа 2015 года. Тело Войновского перевезли в Москву и похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилами родителей. Заявление. Прошу освободить меня. Это мешает моей личной жизни. А я думала, ты мне стихи ко дню рождения написал. А когда оно? Через 3 дня. Приглашаю. До свидания.